Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ САУ США 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка Т-25 НА-2. Вот, с открытой рубкой, да, с открытой. Ну и давайте начнем сегодняшний обзор, конечно же, с бронирования данного агрегата. Погнали. Итак, вот Collision модель наша Т-25 НА-2. Смотрим. 87 миллиметров НЛД. Корпус смотрим сначала, да. ВЛД корпуса у нас. Сотка, пулеметка 64. Жесть, под башней 78, маска орудия 75, вот здесь в краях она закругленная просто, маска большая, да, здесь 207. Если стрелять в маску, то в центр. Вот, щеки 29, открытая рубка, страдаем от арты. Вот, боковое бронирование 50. Можем ли мы танковать? Ну, какой-то мелкокалиберные пушки сможем. Но стоит передовернуть и, конечно, начинает нас рвать. Башня-то у нас поворачивается, поэтому в редких каких-то экстренных случаях можно попытаться на ней что-то танкануть. В целом это полный картон. Даже маска пробивается по центру. Вот, картон. Кустовая. Так, с броней разобрались. Чисто кустовая ПТ. Вообще без брони, с открытой рубкой. Давайте смотреть основные модули. У нас две пушки предлагается, да, вот на этой пушечке, конечно, можно будет вначале чуть-чуть поиграть, поскольку мы все-таки кустовая ПТ. Но я вам настоятельно рекомендую через топовую башню, которая, что она нам дает? Обзор она нам дает, да, по-моему? Да, обзор 380, здесь у нас нет, не дает обзора, вообще ничего не дает. Вот эта пушка с альфой 240, 170 пробития основным, 258 голдой, это хорошо. 7,7 секунды время заряжания, 1870 ДПМ, 0,36 точность. 1,7 время сведения секунды. Сам Wargaming позиционирует эту ПТ САУ, как мы помним, это снайперская ПТ. Вот у меня возникает вопрос, а снайперская она в чем? В разбросе 0,36, такой себе вопросик, да? Вот, ну, конечно же, нам качать на топовую рацию 615 395, как 615, конечно, маловато. Вот, 560 двигатель, здесь у нас 704, там где-то процентов 8 подвижности нам топовый двигатель даст. Ну и топовая ходовая, угол, скорость поворота в градусах 30-30. Ну, короче, я так вот сейчас точно уже не помню, у меня уж топовая пушка стоит, да, по-моему, топовую пушку без ходовой нельзя поставить, но это не точно. По полевой модернизации я, естественно, еще не качал, вот, но здесь, я думаю, все очень даже просто. Очень даже просто. В принципе, на месте она ворочается неплохо, поэтому усиленную ходовую сводится она у нас тоже, по-моему, неплохо. А вот точность надо увеличить. И, конечно же, к незаметности после выстрела. Это касаемо полевой модернизации. А по оборудованию, раз мы снайперская ПТ САУ, ставим все на точность, а именно, ну и вообще на огневую мощь. В основной слот, дающий дополнительный буст, на огневую мощь ставим досыл, ставим улучшенные прицелы, ставим стереотрубы. Я бы поставил сюда вентилятор, но поскольку у нас открытая рубка, ставим стереотрубы. По снарядам у нас основной ББХ летит 975, нормально, а голда подкол летит аж 1219, прям гуд, прям может быть из-за этого снайперская ПТ САУ. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический. Я богатый Буратино поставил себе. Кок-колу, да, кок-колу поставил. Экипаж, 5 членов экипажа в таблице. Сейчас видите, как качать перки. По огневой мощи у нас УВН минус 10, отлично. По ХП, ну, обычный параметр 850 хпшек. Мобильность 56 вперед, 15 назад. Почти 16 лошадей на тонну. Нормально. Она едет бодро. По незаметности, перк незаметности не вкачан у меня еще пока вовсе.
Поэтому рассчитывать можно где-то на 36, там ближе к 40 неподвижный и, наверное, в районе 28 в движении. По обзору у нас 460 метров благодаря стереотрубам, но у меня еще и штраф за командира, потому что на 100% не прокачан на эту ПТ САУ, 34 метра. А так было бы почти 500 метров на стереотрубах, и это важно. По плюсам и минусам этой машины. По броне жирный минус, мочисто-кустовая ПТ у нас ее просто нету. По мобильности нормально, это плюс. По незаметности все тоже хорошо, это плюс. По обзору все шикарно, это плюс. Вот, по пушке тоже все шикарно, это плюс. Нормальное сведение, более-менее нормальная точность. Быстро летят снаряды, УВН есть, да, УВН у нас есть. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте поглядим, как играется Т-25 на 2. Погнали. Так, попали мы на LiveVox. Попали аж к 9 левелам. Это беда, конечно. Наша. Есть арта одна. У нас обзор боем. Американская ПТ САУ 7 уровня Т-25 на 2. Вот, проходная прокачиваемая ветка. С открытой рубкой. Вентиль поставить нельзя. И это, конечно, плохо. В этом смысле Т-25 АТ лучше. А можно винтик загасить. А это еще и снайперская. Экипаж у меня слабенький. Но будем играть как есть. Чем это думаем? Вот. Мы думаем, что надо поддержать пока, наверное, воду, либо даже отстрелять ЛТ. Которых, кстати, 2. Ждем. У нас город тяжелее, поехали, надо сейчас отсюда валить будет. Все, это проигрыш. Сушите весла. Это фейл со стороны тяжей. Это просто гранд фейл. Яму, может быть, у нас все-таки есть УВН. Какие-никакие. Заряжаем голду. МХ М451 на воде, да. Кстати, они упали уже на воду. Наши даже толпой поехали, и они не смогли занять воду. Вот так вот. Хорошо пошло. Помним про арту. Про нее нельзя забывать. Миленько. Пока живем. И это все?
Это мне нравится. Получи! Хорошо пошло. Господи, у нас на воде всех убили. Какая жесть просто. Просто черти чего происходит. Просто толпой поехали на воду и все умерли там. Какой ужас вообще. Это мне нравится. Получи! Нет, там Калибан сзади. Ну его нафиг. Все. Миленько. Ну уже. Беда пришла, откуда не ждали. Да. Давай, давай, Шкода, гаси их. Я считаю, нормальный бой для такой ситуации, как у нас развивалась. Просто команда поехала, слилась, и мы даже успели настрелять 1941, 311 насветили. 2200. Как мы даже в топе бы не оказались, господи. Команда идиотов. Вот попадаешь в такую команду, бросили город. Поехали толпой на воду, и все умерли там. Все. Просто жесть. Ну, не первое, ладно, второе место. Е75 у нас еще подрался. Ну, вы посмотрите, сколько они настреляли. Вы посмотрите на этих. Бизон С45 413. Имба. Шкода Т56 900. Да, ну, я стрелял на голде, поэтому такой расход. Ребята, пишите свои комментарии, у кого есть такая ПТ-САУ в ангаре, как она вам. Катаете вы на ней, не катаете, какое используете оборудование. Я считаю, что ну нельзя поставить вентиль. Наверное, самому себе светить, как бы стереотрубы более эффективны будут, как оборудование для этой ПТшки. Я ей ПТшки этой, она хуже, на мой взгляд, нежели Т-25 АТ, которая, да, на этом же уровне. Вот это. Мне вот даже она чем-то там больше нравится. Фиг его знает. Ну, кому как. Я этому танчику прям 4 с минусом с уверенным ставлю. Да, открытая рубка. Это еще по нам арта не стрелял. Так бы, наверное, вся жопа сгорела бы на ней. Вот. Везло, скажем так. Вот. Подписывайтесь на канал. Обязательно прожимайте жирные ваши танковые лайкосы. А я вам до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.